Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга. В этом видео мы будем обсуждать с вами антивозрастной консилер Giordani Gold с пребиотической сывороткой и разбираться, как же замазать синяки под глазами, как это сделать правильно, как правильно подобрать оттенок и при этом, чтобы макияж выглядел свежо и естественно. Если вам все это интересно, поехали. Сейчас тренд на ухаживающие консилеры, потому что плотные, матовые, они сейчас не очень востребованы, они подчеркивают складки, морщины, все структурные изменения кожи, и когда вы их наносите, они очень быстро как-то собираются, и выглядите вы не очень свежо, макияж выглядит неестественно, и если издалека еще ничего, то при ближайшем рассмотрении люди к вам подходят, и они вот это видят все то, что вы хотели бы скрыть. Именно поэтому компании разрабатывают консилеры с максимальным количеством ухаживающих ингредиентов. Обычно, чем консилер дороже, тем больше в нем пул активных полезных компонентов, и на коже этот консилер смотрится лучше. И у нас был в линейке Giordani Gold вот такой консилер Master Creation, его очень многие любили, мне не очень удобно была в нем кисточка, поэтому я редко им пользовалась. И сейчас Oriflame предлагает нам, как бы замену, антивозрастной консилер. Обещают, что это первый многофункциональный консилер-сыворотка, то есть это не просто тональное средство, а это супер уходовый продукт, который будет тонировать, маскировать какие-то темные круги под глазами и при этом ухаживать за кожей лица. И еще, что меня очень радует, вместо вот той вот кисточки синтетической, которая была в консилере Master Creation, здесь будет аппликатор Cushion. Сейчас мы будем его рассматривать. Это консилер, который впервые содержит многофункциональную пребиотическую сыворотку. Обещает, что она будет мгновенно уменьшать видимые признаки старения, тусклость, сухость нежной кожи вокруг глаз. Также будет уменьшать темные круги, мешки под глазами, одновременно улучшая увлажнение и придавая коже сияние. Это декоративное средство обогащено роскошной смесью омолаживающих натуральных масел и витаминов. Здесь витамин В5, Е, Ф, масло семян морошки, масло бериберийского инжира, и все это будет делать нашу кожу гладкой и защищенной. Так же, как и новая основа, я снимала тоже на нее видео, оставлю вам вверху ссылочку. Этот консилер называется сыворотка, бустер и консилер, то есть это супер многофункциональные продукты. Это и усилитель ухода, это и ухаживающая сыворотка, и плюс это консилер, который будет являться декоративным средством. Колпачок у консилера с резьбой, то есть не пытайтесь его сорвать, он накручивается, и когда мы его снимаем, то видим красивую губочку Cushion, и как бы с помощью этого кушина нам будет очень просто, точечно наносить консилер. Да, это удобно, но сегодня я вам расскажу, как можно еще правильнее наносить консилер, чтобы выглядел макияж более естественно. И если мы вернемся опять к предыдущему консилеру Master Creation, то кроме вот этой вот кисточки, губочки, есть еще отличия в формуле и в ингредиентах. Да, есть какие-то основные компоненты, которые остались неизменными, вот такие, но так же, как и в сыворотке, убрали огромное количество не очень хороших компонентов и добавили вот эти все ценные, которые будут ухаживать за нашей кожей. Обещают нам формулу с высокой степенью покрытия, но при этом с тонкой и невесомой текстурой. Это просто бинго было бы в консилере, потому что мы хотим, большая часть девушек покупает консилеры для того, чтобы замазать какие-то темные круги, синяки. Это, просто у многих девушек, такой момент, который, он просто присутствует во внешности, и декоративные средства, они прекрасно помогают вот это все перекрыть и жить с этим спокойно. К этому можно относиться нормально, и консилеры — это как раз такие палочки-выручалочки, которые просто могут освежить внешность. Но очень важно, как я уже сказала, чтобы этот консилер не выделялся сильно на лице. Сейчас вот мы будем как раз его на этот предмет проверять. Как правильно наносить консилер? Нам, конечно, сделали очень удобную губочку, и с ее помощью можно наносить, но есть риск, что мы нанесем очень много средства. Поэтому лучше воспользоваться все-таки кистью,
кистью, либо пальцем нанести, либо самый лучший способ – это нанести консилер на руку и взять мокрым спонжем, только не сухим. Если сухим, то у вас останутся полосы. И каким-то вспомогательным предметом, ну, например, пальцем, и перенести все это на веко. Куда наносить? Есть у нас две основные зоны, которые чаще всего требуются в коррекции. Это зона впадины. Это такое место, его может быть вот так, когда вы прямо смотрите, не видно, но если вы вот будете нагинать голову, да, то вы увидите, вот здесь вот есть складочка. Это есть практически у всех. И это место, которое как раз нуждается в высветлении. И есть еще зона недосыпа. Это в уголках глаза. Мы все, скорее всего, знаем это место, которое темнеет, если мы не выспались, устали. И оно-то как раз и показывает нашу несвежесть. Оно и требует коррекции консилером. Еще есть складочка во внешнем уголке глаза. Если у вас нет каких-то ярко выраженных структурных изменений кожи на веке, то можно нанести также консилер и сюда, но очень-очень тонким слоем, совсем чуть-чуть. И если вы наносите консилер вот в это место, оно тоже чаще всего, особенно с возрастом, немножко затемнено. И когда вы сюда наносите светлый тон, кладете, то появляется такой визуальный лифтинг-эффект, то есть вы как будто бы подтягиваете ваши глазки. Давайте все это сейчас посмотрим, как это наносится. Я буду переносить консилер на руку из тюбика и уже с руки наносить с помощью, давайте этой же губочки, наносить на веко. Я рекомендую, чуть-чуть выдавили, очень-очень сильно губочка это обволакивает с консилером, поэтому чуть-чуть выдавили, даже можете вот так вот убрать на руку лишнее средство. И вот все, что осталось на губочке, смотрите, мы наносим вот сюда. Видите, я наношу, и очень большое количество получается. Очень удобная закругленная губочка, чтобы наносить вот на эту вот зону недосыпа. И немножечко я наношу вот сюда вот во внешний уголок. Сейчас я тестирую светлый оттенок на этот глаз. С этой стороны буду тестировать средний. Когда вы только нанесли консилер, надо немножко подождать, потому что пигменты, они должны схватиться на коже. Если вы сразу же будете тушевать, неважно чем, там спонж вы возьмете, либо палец, вы эти пигменты все разотрете. Да, у вас будет тональное средство на лице, ну, консилер в данном случае, но перекрытие он никакого не создаст. Поэтому вы нанесли на одно веко, и что мы делаем? Наносим на второе для того, чтобы на этом веке консилер зафиксировался. И я уже сейчас вот вижу, как он схватывается. Ну, если вы пользовались консилерами, то вы это свойство наверняка у него уже видели. Следующее, мы берем консилер средний. Если первый 41-107, он более такой сияющий, и рекомендуется подбирать консилер на 1-2 тона светлее вашего основного тона кожи, то есть вашего тонального средства. Поэтому, если вы девушка загорелая, то вы можете взять средний оттенок. Если вы девушка светлокожая, ну, то, соответственно, берете светлый. Он будет смотреться у вас гармонично. И точно так же через губочку вы немного выдавливаете средство, снимаете его на руку, убираете, чтобы на губочке осталось прям минимально, и наносим вот в эти же самые места. Я вижу, что средний тон, он более естественный для меня, конечно же, у меня сейчас немного загорелая кожа, но он рыжит, так что имейте в виду, что если вы девушка белокожая, то это средство, оно может у вас отдавать такой небольшой желтизной. Здесь уже у меня консилер зафиксировался, и пигменты, кожа их забрала уже. Поэтому я могу теперь брать и очень-очень легко растушевать то, что осталось пальчиком, и консилер просто невесомый, невидимый. Если у меня где-то пальчик, например, не хватает, я могу взять спонж и спонжем
дополнительно, ну, вообще практически тушевки уже у меня не требуется. А с этой стороны консилер пока еще у меня схватывается, но он у меня вообще практически, не знаю, видно ли вам, вот хорошо, но он у меня прям вот идентичен цвету кожи, поэтому я вот вижу, как он просто адаптируется, он сливается с цветом кожи. Здесь еще я вижу какую-то яркость и свет, то с этой стороны вот у меня просто тональное средство. И также, так как ногти длинные, я не могу подлезть вот сюда в уголок, поэтому здесь я беру спонж и немножечко спонжем подправляю. И таким образом я получаю естественное покрытие, которое будет долго держаться, оно не будет у меня скатываться, я буду целый день ходить, люди, которые будут ко мне подходить, они не будут видеть на моих веках какого-то средства, они будут видеть просто, что у меня свежий взгляд, и я выгляжу хорошо, да, свежо и естественно. Наносится очень быстро, фиксируется мгновенно, все сейчас произошло на ваших глазах, перекрытие я довольна, потому что какая-то темнота, которая у меня была на веках, она перекрылась отлично, но при этом покрытие тонкое. Что важно понимать при использовании консилера, что обязательно веки должны быть увлажнены чем-то, чем вы пользуетесь, каким-то ухаживающим кремом. Увлажнение должно быть. Тогда консилер ляжет хорошо, тогда он хорошо распределится и будет замечательно держаться в течение дня. Второе, это то, что консилер надо оставить, чтобы он зафиксировался и отдал пигменты кожи. Сразу его не растушевывать. И третье, это то, что тушевать консилер надо не размазывающими движениями, а впечатывающими. И забудьте вот эти все там треугольники, забудьте какие-то овалы на веках для того, чтобы нанести консилер. Вот берут прям консилер и вот так вот размазывают. Это все прошлый век, это уже не модно. Сейчас в тренде, в моде естественность, чтобы не было видно у вас вот таких вот сияющих фонарей, чтобы просто было видно, что у вас свежий взгляд. И я считаю, что новый консилер антивозрастной от Giordani Gold, тем более он многофункциональный, одновременно и сыворотка, и супер микс ухаживающих ингредиентов, я считаю, что он вот с этой задачей максимально справляется. Ну и губочка, надо сказать, тоже достаточно удобная. Выдавливаете очень-очень маленькое количество средств, потому что его требуется вот действительно капелька. Это было все, что я хотела вам рассказать и показать о консилерах. Если вам был интересный и полезный обзор, то ставьте под этим видео лайк, оставляйте комментарии, как вам новинка, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.